Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать вот такие красивые летние пинетки-босоножки. Вот показываю ближе. Такая красивая разноцветная коса. Подошва двойная. Вот мы ее обвязываем белой пряжей. И вот такие пинеточки-босоножки мы сегодня с вами будем вязать. Для пинеток я буду использовать пряжу Alize Bella в 50 граммах 180 метров и крючок 1,5 миллиметра. Для подошвы набираем 21 воздушную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Теперь в четвертую воздушную петлю от крючка 1, 2, 3, вот четвертая, провязываем столбик с накидом и сюда же провязываем второй столбик с накидом. Далее вяжем 16 столбиков с накидом. Провязываем самостоятельно 16 столбиков с накидом. Вот провязали. Теперь в последнюю воздушную петлю провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее вяжем 16 столбиков с накидом. Вот провязали, и в последнюю воздушную петлю провязываем 2 столбика с накидом. Провязали и замкнули в кольцо вот соединительным столбиком. 2 воздушные петли для подъема. Далее из одного столбика вывязываем 2 столбика без накида. 1 и также вот со второго, и из этого же вывязываем второй столбик. Теперь провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 полустолбика. 1, 2. 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь там, где закругление, 7 раз будем вывязывать из одного столбика 2.
Из этого столбика провязываем второй. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь вот с обратной стороны провязываем, как и с этой, 7 столбиков с накидом, 2 полустолбика и 7 столбиков без накида. Вот мы провязали. Теперь в конце ряда провязываем из одного столбика, вывязываем 2 столбика без накида один раз, второй раз, и в последнее, вот там, где у нас было для подъема воздушная петля, провязываем столбик без накида и замыкаем ряд. Это у нас второй ряд. Теперь вяжем третий ряд. 3 воздушные петли для подъема. Теперь провязываем вот 4 раза из одного столбика 2 столбика с накидом. Провязали один столбик с накидом и второй. Это мы один раз так провязали. Теперь так провязываем вот второй раз. Третий. И четвертый. Теперь вяжем 16 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Вот мы их провязали. Теперь будем вот чередовать таким образом. Из одного столбика вывязываем 2 столбика. Это мы один раз так повторили. Теперь один столбик. Снова из одного столбика вывязываем 2 столбика. Это второй раз. Это третий раз. И четвертый раз. Это мы с вами провязали половину. Теперь переходим на вторую половину. Вывязываем из одного столбика 2 столбика. Это один раз, один столбик с накидом. Повторяем, из одного вывязываем 2 столбика,
Это второй раз, 1 столбик, из одного вывязываем 2, это третий раз, 1 столбик, и из одного вывязываем 2. Теперь провязываем 16 столбиков с накидом. Вот провязали. Теперь для закругления пяточки вывязываем из одного столбика, ввязываем 2, 1 раз, второй раз, третий, и четвертый. И в последний столбик провязываем 1 столбик с накидом и замыкаем все в кольцо. Нить можно отрезать. Так, замеряем подошву. Подошва у нас на 10 сантиметров получается. Так как подошва у нас будет двойная, потому вяжем и вторую. Будем их потом соединять. Теперь будем вязать вот такую косичку. Она состоит из 3 частей. Сейчас покажу, как вязать. Набираем цепочку из 36 воздушных петель. И вот мы набрали цепочку из воздушных петель. Теперь в 4-ю воздушную петлю от крючка 1, 2, 3, 4 провязываем столбик с накидом. И так вяжем в каждую воздушную петлю по столбику с накидом. Довязываем до конца. И когда вот довязали до конца, в конце провяжем 2 столбика без накида. 1 и второй. Так, теперь можно отрезать нить. Вот и все ниточки прячем. И вяжем еще 2 такие же полосочки, одну белую, одну желтую я связала. Теперь я беру нить основного цвета, такого как вязаная вот подошва, и будем соединять между собой эти все полосочки. Вот так. И провязываем так еще одну воздушную петлю, это как для подъема, и теперь вяжем столбики без накида. Теперь берем следующую белую, этот хвостик я сразу ввязываю, и снова провязываем 3 столбика без накида. Так, и переходим к 3-й полосочке и тоже провязываем 3 столбика без накида. Теперь нить можно отрезать, только отрезаем немного подлиннее, так как этой нитью мы будем пришивать.
И вот теперь будем заплетать косичкой. И теперь здесь косичку так разравниваем. И будем связывать с этой стороны. И вот такая косичка получилась. Теперь с этой стороны провязываем столбики без накида, так как провязывали вот с этой стороны. Так. Воздушная петля, еще одна, один столбик без накида, второй столбик без накида. Переходим теперь вот к зеленой. Здесь тоже провязываем 3 столбика без накида. И завершаем белым цветом. Вот так. Здесь тоже отрезаем нить по длине для того, чтобы можно было пришить. Этот хвостик спрячем. Теперь вот берем подошву. Я маркерами отметила, где будет располагаться вот косичка. Вот так. Теперь подошва лицевой стороной. Это вот косичка лицевая сторона. Разворачиваем вот так на изнаночную сторону и будем пришивать. Так. Захватываем за одну вот половинку внутреннюю столбика и протягиваем нить. Здесь еще раз вот так. Теперь снова захватываем за 2 половинки на косичке, там где на подошве за одну, и подтягиваем ниточку. И так дошиваем вот до маркера, там где вы отметили. И вот с одной стороны пришили, теперь пришиваем вторую сторону. Тоже отметили маркерами, где будем присоединять. Тоже захватываем вот верхнюю петелечку. Здесь еще раз вот так. Подтянули ниточку. И теперь снова вот там, где косичка, захватываем 2 половинки. Там, где подошва, за верхнюю половинку. И так дошиваем до маркера. И вот то, что у нас получилось. Вот такая косичка. Вот. Теперь будем вязать задник. Я вот отметила маркерами, где буду вязать задник. Вот я отсчитала 1, 2, 3, 4. И вот с 5-го столбика
начну вязать. Будем захватывать за верхнюю, вот за заднюю часть столбика на подошве. Три воздушные петли для подъема и провязываем столбики с накидом. Вот захватываю за заднюю стенку столбика на подошве. И так провязываем вот до вот этого маркера. Вот провязали первый ряд. Теперь 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание и провязываем второй ряд. И вот я провязала 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь будем делать застежку. Я показываю, как сделать застежку вот в одну сторону. Набираем цепочку из воздушных петель. Ну, естественно, длиннее ее нужно набирать. Далее в третью воздушную петлю от крючка провязываем столбики с накидом. Далее 1 воздушная петля, и там уже ориентируйтесь по своей пуговице. Пропускаем 1 воздушную петлю и вот в следующую провязываем столбик с накидом. Это у нас для пуговицы застежка. И провязываем столбики с накидом. Вот так. И вяжем полностью вот столбиками с накидом. Это у нас будет застежка вот на одну сторону. Пришиваем пуговицу, и будет вот здесь застежка. И теперь показываю, как вяжем на другую сторону. 3 воздушные петли для подъема. Провязываем столбики с накидом, вяжем самостоятельно вот до вот этих пор. И вот я показываю 6-й ряд, это мы вяжем. Вот я не довязала совсем немножко. Вот, и теперь сюда присоединяем ниточку основного цвета и набираем цепочку из воздушных петель. Так, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот набрали цепочку. Здесь пока мы так ниточку оставляем. И теперь довязываем столбики с накидом. Ряд, который вот мы не довязали. И будем переходить на цепочку из воздушных петель. И вот мы теперь переходим на цепочку, и по цепочке тоже провязываем столбики с накидом. Вот так. И вот провязали. Теперь
Эту ниточку отрезаем, то, что на цепочке. Теперь делаем одну воздушную петлю. Это будет для пуговицы. Пропускаем одну воздушную петлю и через одну воздушную петлю провязываем столбик с накидом и еще один столбик с накидом. И вот мы застежку с вами связали. Вот застежка связана. Теперь берем ниточку и будем обвязывать. Присоединяем желтую пряжу. И вот обвязываем по краю столбиками без накида. И так вяжем столбиками без накида вот до вот этих пор. И когда дошли вот до застежки, то есть здесь, где застежка, будем обвязывать соединительными столбиками. Вот так обвязываем соединительными столбиками. И теперь вот сверху пинетку тоже обвязываем соединительными столбиками. И так обвязываем вот до вот этих пор. И теперь вот с этой стороны будем обвязывать столбиками без накида. Так вяжем вот до низу. И теперь будем соединять две подошвы. Изнаночными сторонами вот подошвы слаживаем друг к другу. Так, начнем с этой стороны. Вот так приложили. Я буду обвязывать белой ниткой. И вот прокалываем за 2 столбика с обеих сторон подошву. И будем обвязывать соединительными столбиками. Вот так прокалываем за 2 детали. Когда доходим вот там, где мы пришивали, у нас здесь остался только одна половинка от столбика. И вот за нее захватываем за одну половинку. И вот так обвязываем. Вот с одной стороны у нас получается такая косичка, а с другой стороны вот такая, как полосочки. И вот такие пинетки-босоножки мы сегодня с вами связали. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!